Первая селекция. В большей или меньшей степени, но все в нашем эшелоне находились во власти бреда помилования и надеялись, что все еще может кончиться благополучно. Мы пока были не в состоянии понять смысл происходящего. Этот смысл стал нам ясен только к вечеру. Нам было приказано выйти из вагонов, оставив там весь свой багаж, построиться в отдельные колонны мужчин и женщин и таким образом вереницей продефилировать перед старшим офицером СС. Я набрался храбрости все-таки взять с собой свой мешок с хлебом, кое-как спрятав его под пальто. И вот наша колонна один за другим приближается к офицеру. Я соображаю, если сейчас он заметит мой мешок, тянущий меня чуть-чуть на бок, то я как минимум получу оплеуху такой силы, что она бросит меня в грязь. Нечто подобное со мной уже случалось. И чем ближе я подхожу к офицеру, тем больше, причем почти инстинктивно выпрямляюсь, тем искуснее маскирую свой груз. И вот он передо мной. Высокий, стройный, молодцеватый, в безукоризненной, просто ослепительной форме. Элегантный, холеный мужчина, такой неизмеримо далекий от тех жалких существ, что мы сейчас с собой представляем. Он стоит в непринужденной позе, подпирая левой рукой правый локоть, подняв правую кисть и делая указательным пальцем легкое движение. Налево, направо, но чаще налево. Никто из нас не имел ни малейшего представления о том, что может означать это небрежное движение пальца. Но кто-то шепнул мне, что направо значит на работы, а налево — в лагерь для неработоспособных и больных. Значит, нельзя выглядеть слабо. Я усвоил это на сей раз и на много последующих. Мой мешок тянет меня в бок, а я вытягиваюсь, выпрямляюсь, как только могу. Эсэсовец испытующе смотрит на меня, похоже, он колеблется или сомневается. Затем кладет обе руки мне на плечи. Я стараюсь не сутулиться, стою на вытяжку, и он медленно разворачивает меня направо. Вечером мы узнали истинное значение этой игры пальцем. Это была первая селекция, первое решение о том, быть или не быть. Для большинства из нашего эшелона, едва ли не для 90%, это был смертный приговор. И он был исполнен в ближайшие же часы. Те, кого направляли налево, маршировали сразу к зданию крематория, где, как мне рассказывали потом те, кто там работал, висели надписи на многих европейских языках «Баня», а при входе каждому совали в руку кусочек мыла. О том, что с ними происходило дальше, я промолчу. Пусть говорят документы, они уже известны. А мы, меньшинство из прибывшего эшелона, узнали об этом вечером того же дня. Я спросил у заключенных, уже давно находившихся в лагере, куда мог подеваться мой коллега и друг П., с которым мы вместе приехали. Его послали в другую сторону? Да, ответил я. Тогда ты увидишь его там. Где? Чья-то рука указала мне на высокую дымовую трубу в нескольких сотнях метров от нас. Из трубы вырывались острые языки пламени, освещавшие багровыми всполохами серое польское небо и превращавшиеся в клубы черного дыма. Что там? Там твой друг парит в небесах, прозвучал суровый ответ. Но все это я рассказываю, забегая вперед. С психологической точки зрения, для каждого из нас между выходом на вокзал с его утренним серым полумраком и первой ночью в лагере пролегла длинная-длинная дорога.
Эскортируемые эсэсовскими конвоирами с ружьями наперевес, мы бежали бегом между двумя рядами колючей проволоки, по которой, мы знали, пущен ток высокого напряжения. Бежали через весь лагерь к дезинфекционной станции бань. Для нас, миновавших первую селекцию, это действительно была баня. И снова пища для нашего бреда помилований. Эсэсовцы, встретившие нас здесь, кажутся относительно любезными. Но очень скоро мы заметим, они любезны лишь пока снимают с нас наручные часы и достаточно миролюбиво предлагают сдать им все, что у нас еще есть. Ну что ж, пропало так пропало, думал каждый. И если этот относительно симпатичный человек берет часы себе, почему бы и нет? Может быть, мне от этого будет какая-нибудь польза.